До сих пор мы анимировали только объект. И мы видели, что каждый раз, когда мы пытаемся анимировать новый объект, создается новая анимация или новые данные действия. И когда дело доходит до анимации объекта, мы в настоящее время анимируем только в точке его исходной точки. Но что если мы захотим анимировать более сложный объект или персонажа, нам придется создавать действия для каждого пальца, или вы согнете броню, если это не отдельный объект. Есть один инструмент, который позволяет нам это делать, и ты, наверное, уже слышал о нем. Это буровая установка или арматура. Итак, если вы думаете о человеке с набором персонажей, то, как правило, это скелет с кучей ограничений и механизмов, которые позволяют аниматору интуитивно манипулировать персонажем. А ты можешь подстроить абсолютно все, что угодно. Вот новая версия нашего прыгающего мяча. Итак, в моей сцене появился новый объект. Я могу найти свой объект Ball, но я также могу найти этот объект Ball Armature, и как объект он имеет преобразованные каналы. И как любой другой объект, это контейнер с конкретными данными. Мы не можем найти данные о арматуре и данные о костях. Так же, как конкретный объект, у него есть определенный режим редактирования, который позволяет редактировать арматуру и который используется монтажниками. Так что вам не нужно будет входить в режим редактирования в любое время, и режим позирования — это режим, который позволит нам манипулировать арматурой и анимировать любого персонажа или объект, который привязан к этой арматуре. Мы можем изменить режим с объекта на позу, нажав Ctrl плюс Tab. Так что давай поближе посмотрим на эту установку или арматуру. Когда в режиме позы ты можешь выбрать любой контроллер, который захочешь, они называются костями, и ты можешь рассматривать их как подобъект арматуры. Это означает, что у каждой кости будут свои собственные трансформированные каналы. И у каждой кости будет определенное поведение или определенная задача, например, создаваемая окоченением. На нашей кости контроллер домена называется root и позволяет нам перемещать весь шар. Движущиеся зеленые контроллеры позволяют нам использовать скваш и стретч, желтый контроллер позволяет нам вращать мяч. Поэтому вместо того, чтобы трансформировать мяч напрямую, здесь мы используем эти контроллеры для создания этих преобразований. И это позволит нам создать гораздо более сложную трансформацию персонажа, чем анимация простых объектов, потому что арматура может деформировать объект, который к ней привязан. Арматура на самом деле является простым модификатором, который деформирует наш объект. Так что универсальная арматура или установка позволит вам придать позу, которую вы хотите для своего персонажа. А хорошая установка даст вам максимум возможностей для позирования интуитивно понятным способом. Итак, прежде чем мы начнем анимировать этого персонажа запроса, я дам тебе хорошую практику, когда дело доходит до анимации с использованием арматуры. С открытым файлом BallRig я включу Auto King и переключусь в режим позирования, нажав Ctrl плюс Tab. Как только я трансформирую один из контроллеров, выбрав его, нажав G, S или R, как я буду делать для любого объекта, я вижу, что мой Auto King записывает то, что я делаю, а Blender создает ключевой кадр для каналов преобразования контроллеров. Первая потрясающая вещь заключается в том, что если я переключусь на документальный лист в редакторе действий и переключусь, чтобы просмотреть все каналы с ключами, я смогу увидеть, что все различные анимации манипулятора сохранены в одном действии. Потому что действие связано с объектом Armature, и мы можем рассматривать каждый манипулятор как подобъект, который можно анимировать. И что касается любого объекта, я вижу, что у каждого манипулятора есть свое местоположение, поворот и клавиши масштабирования. Но у каждого из этих контроллеров есть определенный стол, например, этот контроллер вращения. Если я попытаюсь переместить его или масштабировать, я не смогу. И когда я пытаюсь повернуть его, он вращается только вокруг своей оси X. Так что вместо того, чтобы иметь ключевой кадр для каждого канала преобразования,
было бы лучше, если бы я добавил только ключевой кадр при его повороте на X, поскольку я не буду использовать какой-либо другой его канал преобразования. Итак, я выбрал все каналы преобразования, которые мне не нужны, и я просто нажму X, чтобы избавиться от них. Теперь я пройду немного дальше во времени и попробую повернуть мяч. Как только я поворачиваюсь к контроллеру вращения, я вижу, что автоматический король включен и значение X упорядочено, что означает, что оно преобразуется, но не записывается. Но как только я выпускаю Transform Blender, опять же ключевой кадр на всех каналах преобразования, и я могу продолжать в том же духе долгое время, удаляя ключевой кадр, который мне не нужен, и всякий раз, когда я пытаюсь преобразовать этот манипулятор, Blender записывает ключевой кадр на все. Итак, чтобы избавиться от этой проблемы, нам нужно создать то, что мы называем королевским набором. Чтобы получить доступ к опции King, нам нужно зайти на временную шкалу. Поэтому первое, что я делаю, это переименовываю действие и называю его Zero, чтобы оно было первым в алфавитном порядке King Set Ball. Теперь я проверю каждый контроллер, и для каждого канала преобразования, который заблокирован, я избавлюсь от соответствующего ключевого кадра, потому что это единственные клавиши, которые действительно будут служить анимации мяча. В конце концов, у меня осталось всего 14 ключевых кадров вместо 36 первоначальных, которые у меня были. Так что мой редактор действий и редактор графиков наверняка будут намного чище. Теперь мне нужно открыть временную шкалу. Поэтому я перетащу новый редактор и переключусь на временную шкалу. В заголовке временной шкалы я перейду к набору королей, а в активном короле я вижу, что у меня есть много разных вариантов. Итак, я выберу вращение и попробую повернуть свой манипулятор, тогда Blender все еще записывает весь ключевой кадр. И это потому, что нам нужно сказать Blender использовать этот набор королей, щелкнув стрелку рядом с кнопкой автоматической записи и выбрав только активный набор королей. Теперь, когда я попытаюсь трансформировать свой манипулятор, весь канал вращения будет ключевым кадром. Итак, мы приближаемся, я избавлюсь от нежелательного ключевого кадра, и если мы вернемся к набору King, мы увидим, что есть много вариантов, и тот, который нам интересен, доступен. Оттуда Blender автоматически запишет только тот ключевой кадр, который уже был записан, что означает, что в канал, куда мы вставили файл ключевого кадра, будет использоваться этот набор King. Если ты не установил первый ключевой кадр перед применением набора King, то AutoKing не запишет ни одного ключевого кадра, и если я попытаюсь вставить новый ключевой кадр, нажав I, я получу это сообщение об ошибке. В принципе, я не могу написать ключевой кадр с реальной настройкой. Чтобы исправить это, нам нужно только вставить ключевой кадр непосредственно в панель канала преобразования, тогда я могу избавиться от двух каналов, которые мне не нужны, канала Y и Z. Есть еще один способ установить AutoKing на доступный по умолчанию, это зайти в настройки «Анимация», доступна только вставка. Это действительно вопрос личных предпочтений. Я лично использую фильтр King, пожалуйста, обратите внимание, что я использую Blender 2,92 альфа, поэтому положение другого параметра может измениться. Все в порядке, теперь вы готовы анимировать с помощью арматуры. Мы увидели, что мы можем использовать арматуру для выполнения более сложных преобразований, что арматура может деформировать объект, который к ней привязан. Итак, объект Armature сделан из суперобъекта и называется Bone. Каждый из этих контроллеров Bone может быть королем, но Blender создаст одно действие, которое будет содержать разные ключи всех контроллеров одного Armature. Настоятельно рекомендуется создать набор King, чтобы сохранить вашу таблицу допинга и графический редактор как можно более чистыми.